Всем привет! Сегодня у нас короткий расклад, а то на предыдущем раскладе я немного увлекся и хотел 15 минут снять, а получилось 40. Поэтому короткий расклад, что осень тебе принесет. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Итак, единички. Первые две карты — это у нас сигнификация и что сейчас в твоей жизни происходит. Но сейчас полная каша. С несправедливостью, со страхами. Ты застряла в ситуации, где ты чувствуешь себя обманутой всеми. Вот абсолютно всеми. Людьми, системой, самой жизнью даже. То, что должно было вот быть по-честному, просто вот пошло наперекосяк. Ты видишь, как другие получают то, что заслуживаешь ты, а сама ты остаешься с пустыми руками. И это бесит тебя. Голова сейчас у тебя как компьютер перегружен. Не выключается даже ночью. Ты вот это одно и то же думаешь, там, почему так, за что мне это, что я не так сделала. И у тебя уже сон ушел. Покой тоже давно уже, вместе со сном, под ручку взялись и убежали. И лежишь ты вот в 3 утра, да, и каждую мелочь анализируешь. Каждое слово, каждый поступок, и как свой, так и чужой. Все анализируешь. И внутри накопилась такая злость и разочарование, что у меня даже руки трясутся. Тебе хочется кричать, ну или вообще всех послать в огород картошку ко мне копать. Ты просто устала от того, что ты играешь по правилам, а другие эти правила нарушают, еще и выигрывают. Прям до бешенства несправедливо. Плюс ко всему ты сама себя еще грызешь изнутри. Догадки, самообвинения, мысли о том, что нужно было по-другому как-то сделать. Короче, у тебя сейчас ментальный ад, где ты сама себе и судья, и палач, а вот адвоката нету. Так что осень тебе принесет? Ну, тут понятно. Развернет твою жизнь осень в сторону радости и новых связей. После всей вот этой каши мрачной у тебя люди начнут появляться, которые реально захотят с тобой дружить, которые захотят с тобой, как говорится, время проводить, делиться хорошим настроением. Ты выйдешь из вот этой темной норки своей, просто вспомнишь, что такое от души просто смеяться. Но, конечно же, мы понимаем, да? Король, мужчина появится с очень сильным характером. Не тюфяк, не нытик, лидер, который знает, чего хочет и умеет этого добиваться. Сначала вы подружитесь. Он не будет лезть к тебе там с романтикой, а просто будет надежным товарищем, на которого можно в тяжелое время опереться. И этот человек, знаешь, он покажет тебе вообще другой взгляд на жизнь. Он тот, кто не жалуется на несправедливость, а просто берет и меняет то, что нужно менять. И у него внутри такой огонь и уверенность, что рядом с ним ты будешь чувствовать себя сильнее. Он, знаешь, он научит тебя не застревать в проблемах, а решать их по-быстрому и дальше идти. То есть осень, она тебе принесет друга, вот в виде этого мужчину. Возможно, это компания активных, вот позитивных людей, которые вытащат тебя из болота, в котором ты сейчас находишься. А болото у тебя называется самокопашки. У тебя будут встречи, посиделки, может, даже небольшое путешествие. Главное, что ты перестанешь быть одна со своими вот этими мыслями. Какой совет? Хватит сидеть и себя мучить. Вот все. У тебя в голове сейчас кто прав, кто виноват, как все должно было быть. Ты застряла в этих внутренних спорах
и сама себе жизнь портишь. Пора выбросить весь этот мусор из головы и переключиться на что-то светлое. Знаешь, твоя задача сейчас — это перестать копаться в прошлом и начать будущее строить. Потому что все вот эти обиды, несправедливости, они уже случились, это уже было. Прошло, закончилось, забыли. Да, больно. Да, было нечестно, но продолжать об этом думать — это значит продлевать себе мучения. Не кому-то там, а себе. И вот когда в твоей жизни появятся вот эти новые люди, да, особенно вот этот самый мужчина-лидер, то не тяни их в свои темные переживания. Не рассказывай с порога, как тебя обидели, там, предали и так далее. Дай шанс себе начать с чистого листа. Покажи им свою лучшую сторону, которая умеет радоваться, шутить, быть легкой в общении. Перестань ждать, когда справедливость там сама собой восторжествует. Создавай справедливость в своей жизни своими руками. Окружай людьми себя, которые тебя ценят, а не которые тебя используют. Ой, мне неудобно с подругой, там вот с этой змеюкой там расстаться. Чего неудобного-то? Занимайся только теми людьми и теми вещами, которые приносят тебе удовольствие. Строй отношения, где есть взаимное уважение. Понимаешь? А совет тут простой. Отпусти темное, впусти светлое. У тебя впереди такие классные встречи и такая классная дружба, что все вот эти прошлые неприятности, они просто покажутся мелочью. Но это произойдет только если ты сама откроешься для нового. Никак по-другому. Само по себе на голову ничего не упадет. Обязательно подписывайся на канал, приходи в проживание арканов, потому что тебе это точно нужно. И давай перейдем ко второму варианту. И у двоечек король. Но постепенно, да? Сначала сигнификация, что сейчас в твоей жизни происходит. Полное разочарование. Полное разочарование тем, что ты имеешь. Внутри у тебя вот усталость накопилась от всей бытовухи, рутины, от людей, которые тебя окружают, от работы, которая давно перестала приносить что-то хорошее. Ты как будто стоишь и на свою жизнь со стороны смотришь и думаешь: и это все? И это все, что я добилась? Тебе вот сейчас хочется все бросить и уехать, куда глаза глядят. Но одновременно с этим у тебя ощущение есть, что ты на пороге чего-то большого. И это так. Потому что тебе сейчас кажется, как будто вот внутри готовится какой-то прорыв. Люди вокруг начали замечать твои заслуги, хвалить начали, признавать твою крутость. И ты чувствуешь, что ты набираешь обороты, что твоя репутация, она растет. И это приятно, но пока не дает вот этого глубокого удовлетворения, которого ты ждешь. Ты сейчас, знаешь, в такой точке, где ты понимаешь, что либо ты меняешь все кардинально, либо так и будешь плыть по течению дальше. И внутри у тебя борются две части. Одна хочет стабильности, признания, которое уже есть. Другая хочет перемен кардинальных, вызовов новых. И вот это напряжение между вот оставить как есть и рискнуть ради большего, оно сейчас определяет твое настроение. Ты к переменам готова, но пока не знаешь, в какую сторону плыть. Осень принесет мужика. Что я тебе хочу сказать? Знаешь, твое положение через появление вот в твоей жизни вот этого мужика влиятельного, это, как сказать, все изменит кардинально. Это или твой начальник, но это человек, в общем, с железной логикой, четким мышлением, умением быстро принимать решения. И он сразу разглядит в тебе потенциал, который другие не замечали, ну или недооценивали.
этот мужчина станет твоим защитником, твоим наставником. Он, знаешь, и это не про любовь, нет, это не знакомство с мужиком ради любви, нет. Он под крыло свое возьмет тебя. То есть ты почувствуешь настоящую силу и уверенность в себе, когда он тебя под крыло свое возьмет. Он даст тебе возможности, о которых ты даже не мечтал. Дверцы откроет, которые там казались тебе, что заперты наглухо. Но знаешь, самое главное, он тебя научит управлять своими эмоциями и своей энергией. Ты поймешь, как свою интуицию использовать, как свою мудрость в деловых вопросах использовать. И вот под крылом, под руководством его ты не просто станешь там задачи выполнять как робот, да, а начнешь мыслить стратегически, видеть все целиком. И вот этот союз, он даст именно то, что ты хочешь сейчас, то, что ты ищешь сейчас. Сочетание стабильности и роста, и признания. Осень, она принесет тебе власть, но не грубую силу, а умную власть, которая основана там на компетентности, да, и твоей силе внутренней. То есть ты станешь таким человеком, с мнением которого считаются. Вот примерно вот так. Какой совет? Ну, с выводами и решениями не торопиться. Сейчас, знаешь, главная твоя задача — это терпение набраться и силы копить. Потому что ты хочешь все везде и сразу. Но самые большие возможности, они же приходят к тем, кто ждать умеет, кто умеет готовиться. Поэтому время вот это используй сейчас там для изучения, для наблюдения, там для анализа, все, что по мячам. Прислушайся к своей интуиции больше, чем к чужим советам. И к своим мозгам тоже. У тебя внутри огромная мудрость, но ты ее игнорируешь. Полагаешься на логику, ну или вообще, не дай бог, на мнение окружающих. Учись доверять своим предчувствиям, особенно когда дело касается людей. Твое первое впечатление о человеке, оно почти всегда оказывается правильным. И это важно очень. И когда появится вот этот влиятельный мужик, да, не пытайся сразу произвести на него впечатление своей там активностью, болтовней и прочее. Наоборот. Будь сдержанный, будь наблюдательный, говори только по делу. Такие люди, они ценят же не пустые разговоры, а конкретные результаты и глубокие мысли. Понимаешь? Поэтому развивай вот эту внутреннюю силу через знания. Читай, изучай, в темы погружайся вот в свои работы, которые пригодятся тебе в будущем. Твоя сила, она сейчас не в том, чтобы быть там самой громкой в комнате, да, а в том, чтобы быть самой подготовленной. И когда придет твой момент, ты должна быть готова использовать на полную катушку. Это, скорее всего, новый начальник. Итак, приходи обязательно в проживание арканов, потому что тебе это точно нужно. И мы переходим к третьему варианту. Да что ж такое, у всех, у всех короли. Ну, что поделать, читаем как есть. Что в твоей жизни происходит, это сейчас внутренняя война постоянная. Кругом конфликты, кругом споры. Люди пытаются тебя подставить, люди пытаются тебя использовать. Ты чувствуешь себя как на поле боя, где вот постоянно нужно защищаться, постоянно доказывать свою правоту. Особенно тебя те достали, кто играет нечестно. Одно говорят, делают другое, а подразумевают вообще третье. А потом еще и виноватые тебя делают. И вот на фоне всех вот этих разборок у тебя еще и денежная головная боль. Деньги приходят и сразу уходят. Ты знаешь, ты как жонглер деньгами, ну, расходами, перекладываешь из одного кармана в другой.
То одно срочно, то другое важно, и ты балансируешь и стараешься не упасть. И самое хреновое, что эти проблемы, они связаны две. Из-за конфликтов на работе страдают деньги, да, доходы. Из-за денежных проблем приходится мириться с теми, кто тебе неприятен, кто тебе мерзок для твоей души. И получается у тебя замкнутый круг, из которого выхода не видно. Ты просто запарилась уже от этой постоянной борьбы, от необходимости просчитывать каждый шаг. Экономить на себе тоже запарилась. При этом еще улыбаться тем, кто тебя бесит. Хочется, как говорится, просто выдохнуть, спокойно жить, но пока не получается. Так что осень принесет? А чё, у вас у всех тут мужики одни. Встречу с мужчиной принесет, который изменит твое отношение к любви. Он будет тебя любить. И он, знаешь, он не будет человеком, к которым ты привыкла. Он зрелый, он эмоционально стабильный, он не психопатка. Умеет заботиться не только о себе, но и о других. И у него нет этих дурацких игр, дурацких недосказанностей, попытках тебя завоевать через пренебрежение. Нет, у него этого говна, извини меня за выражение, нету. Он сразу покажет, что ты ему интересна как личность, а не как очередная галочка в списке своих постельных побед. Но что самое важное, он будет не только чувствовать к тебе что-то глубокое, но и действовать соответственно. Он не будет годами рассусоливать про свои чувства в переписках, годами тянуть, а начнет реально вкладываться в отношения с тобой. Это мужчина, он, знаешь, он основательный. У него есть план, у него есть цель, он знает, чего от жизни хочет, и ты вписываешься в эти планы не как временное развлечение, а как женщина, с которой за руку идти можно. И он будет думать о совместном будущем, а не только как красиво компот попить. Рядом с ним ты будешь себя чувствовать по-настоящему женщиной, а не воином, который сейчас сражается за свое место под солнцем. Понимаешь, ты будешь чувствовать себя той, о которой заботятся, которую ценят, защищают, любят. И осень тебе даст этот шанс наконец-то расслабиться в отношениях и собой быть. Если, конечно, ты дома не сидишь. Какой совет? Веру в лучшее не теряй. Даже когда кругом сплошная эта чернуха, жопа и так далее. Сейчас тебе кажется, что хорошие люди — это миф, это сказки. А честные отношения только в кино бывают. Но это ж не так. Просто ты пока находишься в неправильном окружении, с неправильными людьми. И скоро это все изменится. Когда этот мужик появится, не скупись на эмоции и внимание. После всех разочарований у тебя уже рефлекс выработался экономить чувства, дистанцию даже держать. Не показывать, насколько кто тебе дорог. Но с этим мужчиной можно и прям нужно быть щедрой на эмоции. Он это оценит и тем же тебе оплатит. Понимаешь? Не бойся отдавать больше, чем получаешь на начальном этапе, но только на начальном. Понимаешь? Этот человек, он не из тех, кто пользуется чужой добротой. Наоборот, твоя открытость и готовность делиться эмоциями только укрепит его чувство к тебе. И главное, позволь себе мечтать о хорошем. Сейчас у тебя, знаешь, примерно скажу, весь мир тлен, мы все умрем, все серо, осень, я проворонила лето. Такие у тебя мысли. Ты так долго настраивала себя на худшее, что ты просто разучилась представлять счастливое будущее. И именно сейчас нужно вспомнить, как это делается, потому что то, о чем ты мечтаешь, имеет свойство сбываться. А впереди у тебя очень хорошие времена. Поэтому не переживай и всегда помни, что дед всегда рядом.